Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Диета при язве желудка. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Зная и придерживаясь общих принципов диеты, которую используют при язве желудка, удастся максимально правильно составить собственное меню и не усугубить течение болезни. Среди них можно выделить сбалансированность. Нельзя обделять больного в плане калорийности блюд. Ежедневное меню должно быть сбалансированным, а энергетическая ценность должна быть не менее чем 3000 килокалорий. Дробность. Перерывы между приемами пищи не должны составлять более чем 3 часа. Минимальный размер порций. В идеале каждая порция еды должна умещаться в сложенных горстью ладонях. Запрет на жареные и запечные до золотистой корочки продукты. Запрет на очень горячую или очень холодную пищу. Блюда, которые имеют температуру выше или ниже 30 градусов, угнетают функцию ферментообразования, замедляют процесс восстановления эпителиальной ткани желудка. Особенно это правило актуально на момент обострения язвы желудка. Отказ от продуктов, усиливающих газообразование. Полный отказ или сведение к минимуму количества потребляемой соли. Увеличение объема воды до 2 литров при отсутствии болезни щитовидной железы и патологии мочевыделительной системы. Исключение газированных напитков и алкоголя. Отказ от любых продуктов, усиливающих продукцию желудочного сока. Разрешена термическая обработка блюд. Тушение, варка, готовка на пару, бланшировка. Приоритет щадящей пищи, не раздражающей стенки желудка. Принцип щажения. Механическое щажение желудка заключается в подборе определенных продуктов, съедаемых за один раз. Химическое щажение заключается в исключении продуктов, вызывающих раздражение пищеварительной секреции. Принцип зигзагообразного питания. Он предполагает, что на короткие временные промежутки больному разрешаются продукты из запрещенного списка в рамках разумного, а после его возвращают к диетическому меню. Подобный принцип призван служить своеобразной тренировкой желудочно-кишечного тракта, и используется он лишь на этапе восстановления. Принцип индивидуальности. То есть при составлении меню нельзя руководствоваться едиными для всех принципами. Многое зависит от того, на какой стадии находится заболевание, где располагается язва, каков возраст больного, какова масса его тела, имеются ли сопутствующие заболевания и прочее. Учет времени переваривания пищи. Так, 200 мл воды, чая или бульона задержится в желудке в среднем на 1,5 часа. Через 3 часа его покинет мясо, отварные овощи, яблоки и хлеб. Дольше всего там располагаются жирная рыба, жареное мясо, бобовые до 5 часов. Что касается сроков, то диеты необходимо придерживаться как минимум 1 год после приступа обострения болезни. Основная цель диетического питания в данном случае – ускорение регенерации слизистой оболочки, выстилающей желудок, и нормализация процесса пищеварения. Что нельзя есть при язве желудка? Все продукты, раздражающие слизистую желудка, усиливающие газообразование, переваривающиеся длительное время, содержащие большое количество соли, находятся под запретом. В обязательном порядке стоит избегать мясные и рыбные бульоны первичного кипячения и супы из них приготовленные. Любые блюда из любых грибов. Окрошка и щи из кислой капусты. Любое жирное мясо и рыба находятся под запретом. Сюда же относятся сало и икра. Копченые продукты, большинство колбас. Иногда на этапе восстановления разрешается съесть немного вареной колбасы или ветчины. Консервированные продукты, а также паштеты. Молочные продукты с кислотой, например, айран, тан и прочее.
Кефир запрещен только в период обострения и плюс 5 дней после прекращения приступа. Жирные молочные продукты – пахта, сгущенное и цельное молоко, сливки и сыры. Сваренные вкрутую яйца, а также яичница, яйца всмятку разрешены. Из крупяных блюд под запретом перловка, манная каша, дикий рис и кукуруза, а также отруби в гранулах и мюсли. Стоит ограничить употребление огурцов и томатов, а также томатной пасты. Продукты растительного происхождения, способные раздражать слизистую оболочку поврежденного органа, щавель и ревень, чеснок и лук. Ягоды и фрукты с кислотой, крыжовник, инжир, виноград, смородина, лимоны, апельсины, лаймы, мандарины, ананасы и прочее. Под запретом находятся орехи, сухофрукты и абрикосы. Любые острые, соленые и пряные соусы, горчица, хрен, кетчуп, уксус, мороженое и шоколад, крепкозаварные напитки, крепкий чай, кофе, все газированные напитки, алкогольные напитки, ржаной хлеб, сдобные изделия. При обработке мясных продуктов следует удалять из них хрящи и жилы. Что можно есть при язве желудка? Список тех продуктов, которые разрешены к употреблению при язвенной болезни желудка, довольно обширен, поэтому больному не придется голодать. Хлеб, изготовленный из пшеничной муки. Но важно, чтобы он не был только что испеченным. Лучше, если с момента его изготовления прошли сутки. Выпечка из пресного теста, не на дрожжах, в небольшом количестве. Начинкой для таких пирожков может служить рыба, яблоки, творог или нежирное мясо. Также разрешены к употреблению сухари, печенье, но не сладкое, бисквиты, мясные супы. Но важнейшее правило при их изготовлении – это использование вторичного бульона. То есть, после закипания бульон сливается, мясо вновь заливается чистой водой, и уже из этого готовится суп. Что касается самого мяса, используемого для варки супа, то можно брать либо курицу, либо говядину. Крупяные супы без мясного компонента. Творог, сметана, йогурт, ряженка. Также можно употреблять в пищу сыр, но лучше его перетереть. Отдавать предпочтение необходимо пресным сырам. Вторые блюда из нежирного мяса, содержащего минимальное количество жил. Можно брать мясо кролика, индейки, говядины, курицы. Что касается самих блюд, то в приоритете зразы, тефтели, котлеты, суфле, фрикадельки, но только не обжаренные. Лучше всего готовить их на пару. Рыбу, но не жирных сортов. Отличное решение – блюдо из рыбного фарша. Только рыбу нужно отварить или приготовить на пару. Можно в духовке, в фольге. Больному нужно включать в свой рацион яйца. Из них можно готовить омлет, либо отваривать их в смятку. Полезны разваренные крупы и макароны. Можно потреблять рисовую, геркулесовую или гречневую каши, кроме манной. Ягоды и фрукты нужно предварительно избавлять от кожуры и перетирать до пюреобразного состояния. Также можно запекать яблоки и груши. Из десертов можно разнообразить собственное меню мармеладом, медом, зефиром, пастилой, джемом, вареньем. Не вредят поврежденной слизистой оболочке желудка кисели, муссы, желе, кремы. В качестве напитков подойдут отвары шиповника и пшеничных отрубей, соки свежего отжима наполовину разбавленные водой, чаи, заваренные не крепко, а также компоты. В небольшом количестве можно потреблять масло оливковое и подсолнечное, не рафинированное, а также несоленое сливочное масло. В качестве заправки для блюд можно использовать белый молочный соус. Что нужно обязательно есть при язве желудка? Список продуктов, которые помогут вам ускорить выздоровление. Цветная капуста, капуста белокочанная, редиска, яблоки, черника, малина, ежевика, клубника, вишня, сладкий перец, морковь, листовая зелень, лакрица. Продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт, кефир. Кефир запрещен в период обострения. Пища с высоким содержанием клетчатки может предотвратить избыточную секрецию желудочной кислоты, которая может уменьшить боль при язве и защитить слизистую оболочку желудка при заживлении язвы. Многие продукты с высоким содержанием клетчатки
Также являются хорошими источниками полифенолов, растительных веществ, обладающих антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами, которые способствуют улучшению заживления. 9 лечебных продуктов при язве желудка. Наиболее полезными продуктами при язве желудка являются капустный сок. Капуста – популярное натуральное средство от язвы желудка уже многие десятилетия. И, как оказалось, не зря. Капуста богата противоязвенным витамином У. В одном исследовании, в котором участники принимали в течение дня 950 мл капустного сока, язва рубцевалась за 7-10 дней, что в 6 раз быстрее, чем при обычном лечении. Было проведено и другое исследование на 100 больных, язва у которых тяжело поддавалась лечению. Все они также принимали в течение дня 950 мл капустного сока. В результате 81% в течение недели не испытывали никаких симптомов наличия у них язвы. Ферментированные продукты показали многообещающие результаты в клинических исследованиях для лечения язвы. Эти продукты, такие как мисо, японская кухня, представляющая собой брожение соевых бобов, риса, пшеницы, квашеная капуста, кимчи, корейская кухня, представляющая собой остро приправленные квашеные овощи, а также чайный гриб, могут предотвратить повторное заражение. Полезные бактерии повышают эффективность традиционного лечения примерно на 150%, при этом снижая диарею и другие побочные эффекты, связанные с приемом антибиотиков, до 47%. Зеленый чай. Ученые из университета Мейха в Нагое, Япония, опубликовали в биологическом и фармацевтическом бюллетене в ноябре 2006 года исследование, что катехины из зеленого чая способствуют заживлению язвы желудка, а также защищают его от рецидивов заболевания. Мед. Ученые считают, что антибактериальные свойства меда могут помочь в борьбе с Helicobacter pylori. Чеснок. Чеснок может ускорить выздоровление от язвы и даже снизить вероятность ее развития. Предотвращает развитие Helicobacter pylori. В недавнем исследовании потребление 2 зубчиков сырого чеснока в день в течение 3 дней помогло значительно снизить бактериальную активность в слизистой оболочке желудка у пациентов, страдающих инфекцией Helicobacter pylori. Чеснок запрещен в период обострения язвы, после он разрешен только после термической обработки. Куркума. Куркумин – активный ингредиент куркумы. Он обладает огромным терапевтическим потенциалом, особенно в регенерации язвы желудка. Было проведено целых 2 исследования на людях. Все пациенты получали 500-600 мг куркумы 4-5 раз в день. В результате через месяц излечилось порядка 50%, а через 2-3 месяца цифра достигла 76-87%. Брокколи. Данный овощ содержит сульфорафан, соединение, которое проявляет активность против Helicobacter pylori. Оливковое масло. Некоторые исследования показывают, что жирные кислоты, содержащиеся в оливковом масле, могут также помочь в лечении Helicobacter pylori. Алоэ вера. Алоэ вера – это эффективное средство против язвы желудка, по эффективности которое равно омепразолу, распространенный противоязвенный препарат. Можно ли есть, пить? Казалось бы, что список разрешенных и запрещенных блюд к употреблению при язве желудка довольно четок. Однако после посещения врача у большинства больных возникает ряд вопросов относительно того или иного неоговоренного продукта. Поэтому стоит ответить более подробно на самые популярные вопросы, возникающие у людей, страдающих от язвы. Можно ли пить кефир, ряженку, йогурт? Стоит отдельно разобраться с каждым из этих кисломолочных продуктов. Так, кефир находится под запретом в период обострения болезни, а также спустя 5 дней после того, как приступ проходит. Спустя это время можно потреблять кефир, но важно, чтобы он был свежим и не кислым. Главное, слегка подогреть его перед употреблением внутрь. Можно добавлять в напиток ложку растительного масла.
что позволит быстрее заживать имеющейся язве. Йогурт является одним из приоритетных продуктов питания для лечения язвы, так как содержащиеся в нем бифидобактерии оказывают пагубное влияние на Helicobacter pylori. По возможности стоит готовить этот продукт самостоятельно, в домашних условиях. Что касается ряженки, то она также разрешена при данной патологии желудка. Однако стоит покупать этот кисломолочный продукт с минимальным содержанием жира. Можно ли есть огурцы и помидоры? Когда болезнь находится в стадии обострения, то такие овощи, как огурцы, запрещены к потреблению. После того, как началась стадия ремиссии, можно понемногу включать их в рацион, но в небольшом количестве и без кожицы. Этот овощ добавляется в салаты в различном виде, но лучше всего измельчать его на терке. Помидоры, так же как и огурцы, запрещены в момент обострения болезни. Это обусловлено тем, что они способствуют снижению скорости заживления язвы и несколько повышают кислотность желудочного сока. Когда обострение болезни будет устранено, можно использовать плоды томатов в ежедневном меню, но предварительно обдав их кипятком и удалив кожицу. Можно ли есть банан? Бананы разрешены к употреблению больным с язвенным поражением желудка. Попав в его полость, они обволакивают орган, тем самым снижая кислотность желудочного сока. Это способствует устранению болевого синдрома, скорейшему заживлению имеющейся язвы. Кроме того, бананы обладают повышенной питательной ценностью. Можно ли сыр, творог? Творог – это продукт, который в обязательном порядке должен находиться на столе больного с язвой желудка. В его состав не входит ничего, что могло бы спровоцировать приступ болезни или усугубить состояние пациента. По сути, творог – это свернувшийся белок молока, без сыворотки, который наделен витаминами В, ПП, А, железом. Поэтому обладает несомненной ценностью для больных людей. Причем творог можно приобретать как в магазине, так и готовить в домашних условиях. Использовать продукт можно для приготовления многих блюд – запеканок, суфле, муссов, кремов и прочее. Стоит выбирать творог, имеющий низкий процент жирности. Сыр также является ценным продуктом в рационе питания человека с язвой. В нем много легкоусвояемого белка и аминокислот, а также кальция. Главное – отдавать предпочтение сырам, имеющим невысокую жирность и низкое содержание соли. Можно ли яйца? Яйца относятся к тем продуктам, которые имеют высокие пищевые свойства и предоставляют прекрасную возможность восполнить недостаток витамина А, В6, В2, D, Е, фосфора, кальция, кобальта, железа и других микроэлементов при диетическом питании. Белок, из которого состоит яйцо, отлично усваивается организмом человека, но важно приготовить его правильно. Не стоит долго варить или жарить яйца. Больным язвой показано употреблять этот продукт приготовленным в смятку или в виде омлета. Будет полезно яйцо в сыром виде, однако в данном случае повышается риск заражения сальмонеллезом. Можно ли арбуз? Больным, имеющим язву желудка, запрещено есть арбуз. Это обусловлено тем, что он вызывает повышенное выделение желудочного сока, повышает его кислотность, что будет способствовать обострению болезни. В период ремиссии можно включать небольшое количество свежего арбуза в свое меню, но не стоит делать это на голодный желудок. Можно ли семечки? Семечки запрещены при язве желудка, так как они раздражают его слизистую оболочку, могут дополнительно ее травмировать и усугублять патологический процесс. К тому же они содержат трудноусвояемые жиры, которые негативно отражаются на течении болезни. После того, как семечки попадут в желудок человека с язвой, он начнет испытывать болевые ощущения, так как повысится уровень кислотности, нередко наблюдается метеоризм и осложнения со стороны желчного пузыря. Не стоит потреблять семечки даже в период ремиссии, так как это может способствовать обострению язвенного процесса. Можно ли чеснок? На период обострения болезни такой продукт, как чеснок, находится под строжайшим запретом.
Когда состояние пациента достигнет стойкой ремиссии, его разрешено употреблять в пищу. Однако пациентам, имеющим в анамнезе язву, предварительно следует чеснок приготовить на пару, либо добавляя в пюреобразные блюда – картофельное пюре, отварные крупы и прочее. Можно совсем в небольшом количестве добавить его при тушении или варке блюда для придания им некоторой остроты и запаха. Можно ли кофе? Во время обострения болезни любой кофейный напиток находится под запретом. Нельзя потреблять ни натуральный, ни растворимый кофе. Когда болезнь находится в стадии ремиссии, то можно иногда вводить в свое меню небольшую чашку натурального кофе, при условии, что он будет не крепко заваренным. Тем не менее, помните, что причина отказа от этого тонизирующего напитка при наличии язвенной болезни заключается в том, что он оказывает влияние на продукцию соляной кислоты, усиливая ее выработку. Это, в свою очередь, влияет на процесс развития болезни, провоцируя ее обострение. Можно ли пить соду? При изжоге и отрыжке множество людей с целью купировать неприятные симптомы используют соду. Это вещество действительно способно оказать нейтрализующее действие на соляную кислоту, которая в избытке образуется при заболеваниях желудка. Однако спустя совсем непродолжительное время, когда сода покинет орган и переместится в 12-перстную кишку, организм выбросит новую порцию кислоты, но в еще большем количестве. К тому же взаимодействие кислоты и соды способствует выделению углекислого газа, который, в свою очередь, давит на стенки желудка. В том месте, где имеется язва, существует повышенный риск образования перфораций. Поэтому соду при данной патологии пить категорически запрещено. Можно ли курить? Курение и язва желудка являются двумя несовместимыми понятиями. Во-первых, табачный дым провоцирует развитие этой патологии, оказывает ненужное возбуждающее действие на весь желудочно-кишечный тракт. Во-вторых, попадая в желудок с заглатываемой слюной, никотин усиливает имеющееся воспаление, тормозит процессы регенерации, не дает язве рубцеваться. В-третьих, согласно последним данным, курильщики погибают от язвы желудка в 5 раз чаще, чем некурящие люди с аналогичной болезнью. Кроме того, табачный дым провоцирует усиление симптомов болезни, в частности изжогу, отрыжку и боли. Поэтому необходимо отказаться от этой пагубной привычки, особенно если была диагностирована язва. Можно ли пить водку, коньяк? Врачи-гастроэнтерологи однозначно сходятся во мнении, что употреблять спиртное при язвенной болезни желудка категорически запрещено. Это обосновано тем, что любой алкоголь, в том числе водка и коньяк, провоцирует воспаление стенок желудка, повышает кислотность его сока, замедляет процесс переваривания пищи. Все это, в свою очередь, приводит к обострению патологического процесса и даже может стать причиной желудочного кровотечения. Если воздержаться от употребления спиртных напитков не удается, то в небольших количествах и не в период обострения болезни стоит отдавать предпочтение крепким, но качественным напиткам, лучше всего водке. При этом необходимо предварительно плотно пообедать, однако пища должна быть щадящей и обволакивающей желудок. Таким образом, удастся в некоторой степени защитить его стенки от пагубного влияния алкоголя. Польза молока при язве желудка – миф. В течение многих лет людям с язвенной болезнью советуют пить много молока, так как оно успокаивает желудок и помогает излечивать язву. Однако это не совсем так. Молоко может помочь на несколько минут, пока оно обволакивает желудок. Но молоко является мощным продуктом, который стимулирует выработку соляной кислоты, что усугубляет течение болезни. Существует исследование, в котором приняло участие 60 больных с язвой желудка. Одна группа была на обычной классической диете, экспериментальная получала 500 мл молока на завтрак, 750 мл на обед и столько же на ужин, помимо базового лечения. В результате в группе, которая сидела на классической диете, от язвы желудка излечилось 78% больных. Это обычная норма при стационарном лечении.
Однако в экспериментальной группе, которая пила молоко, излечилось только 53%. Из этого можно сделать вывод, что цельное молоко нежелательно пить в процессе лечения. Меню на неделю при язве желудка. Важно помнить, что во время обострения болезни стоит придерживаться специальной диеты, которая носит название «Стол номер 1». В последующем, когда приступ будет ликвидирован, можно переходить на более разнообразное питание. Понедельник. Начать день можно с пары приготовленных всмятку куриных яиц и гречневой каши в размере 250 грамм. В качестве напитка используется некрепкий чай. На второй завтрак можно использовать запеченное яблоко, которое можно запить стаканом нежирного йогурта. В обед больному с язвой желудка предлагается куриный суп с разваренной рисовой крупой. На второе можно приготовить картофельное пюре с тефтелями из говядины. В качестве десерта подойдет фруктовое желе. В качестве напитка выступает отвар шиповника. Полдник должен состоять из зеленого чая и пары сухариков. На ужин можно приготовить судака на пару и дополнить его соцветиями капусты, также приготовленными в пароварке. В качестве напитка можно использовать некрепкий чай. Завершить свой день можно зеленым чаем или йогуртом. Вторник. На завтрак можно использовать яичную кашу, которая готовится на основе 2 яиц, молока и сливочного масла. Запить можно киселем из клубники. В качестве второго завтрака больному можно предложить кашу гречневую, протертую на молоке. В качестве напитка выступает некрепкий чай. В обед человеку подается суп-пюре из кабачков. Второе блюдо представлено закуской из рыбного паштета, любая нежирная рыба, а также запеканка из картофеля и говядины, приготовленной в фольге с квашеной капустой. В качестве десерта может быть использован яблочный мусс. В полдник можно съесть банан и запить его слегка подогретым свежим кефиром. На ужин подаются заливные фрикадельки из курицы и картофельное пюре. В качестве десерта используется сметанный крем, намазанный на черствый хлеб. Можно запить некрепким чаем. Перед сном выпивается зеленый чай или йогурт. Среда. На завтрак можно приготовить кашу рисовую, протертую на молоке, запить яблочным компотом. Второй завтрак может состоять из творога и овсяного киселя. На обед можно подать суп с вермишелью, приготовленный на овощном бульоне. В качестве закуски приемлем салат из свеклы с растительным маслом. На второе можно использовать кашу гречневую рассыпчатую, с зеленью и судак по-польски с квашеной капустой. Запить можно некрепким черным чаем. В полдник больному подаются бисквитные сухарики и стакан нежирного йогурта. Ужин состоит из плова с отварной говядины, овощного ризотто и киселя витаминного. В качестве десерта можно приготовить яблочные гнезда. Завершить день среды необходимо зеленым чаем и фруктовым желе. Четверг. На завтрак можно предложить сладкий слизистый отвар из перловой крупы с молоком и желтком, сухарь и кисель молочный с морковью. В качестве перекуса используются снежки и теплый некрепкий чай. На обед готовится суп рисовый с тыквой. В качестве второго блюда можно подать мясное суфле из кролика и отварные макароны с квашеной капустой. На десерт используются яблоки и груши в сиропе, запить который можно виноградным киселем. Ужин пациента с язвой состоит из салата из свеклы и картофеля, тыквенного кабачкового пюре, заливной индейки, зеленый чай. В качестве перекуса перед ночным отдыхом можно использовать пудинг творожный с яблоками и стакан ряженки. Пятница. На завтрак готовится гречневая каша с вареньем. В качестве напитка используется чай. В качестве перекуса можно предложить вареники ленивые с творогом и коктейли с клубники. На обед больному предлагают салат из зелени со сметаной, суп с укропом и клёцками. В качестве второго блюда кабачок, фаршированный мясом и с квашеной капустой. В полдник можно съесть фруктовый салат и запить земляничным киселем.
На ужин больному подают отварной язык с картофельным пюре и пудинг из геркулесовой крупы и яблок. Запить можно некрепким черным чаем. Вечер завершается зеленым чаем или йогуртом. Суббота. Завтрак может состоять из молочного супа с отварной вермишелью и теплым чаем. Второй завтрак состоит из стакана ряженки и свекольного пюре. В обед можно съесть суп яблочный с черносливом и сельдью, вымоченную с овощами. Десерт – бисквит на белках. На полдник пациент может позволить себе коктейль из кефира и клубники с яблочным пудингом. Ужинать в субботу можно запеченной треской и ячневой рассыпчатой кашей и с квашеной капустой. Дополнить вечернюю трапезу можно десертом из желе с фруктами. В качестве вечернего перекуса перед сном используется зеленый чай с сухариками. Воскресенье. Начать утро можно с отварной вермишелью с сыром и маслом и некрепким чаем. Перекусить перед обедом можно творожно-картофельной запеканкой и витаминным киселем. На обед используется отварной картофель или пюре и отварное мясо с квашеной капустой, а также суп из цветной капусты и масса сырковая с морковью. В качестве напитка используется компот яблочный протертый. В качестве полдника можно предложить яблоко, запеченное с медом. На ужин используется домашний кефир, бестроганов с соевым маслом и отварной говядиной, дополненный картофельным пюре. Запить можно ягодным компотом. В качестве перекуса перед сном можно выпить зеленого чая и съесть одно яйцо всмятку. Рецепты блюд при язве желудка. Рецептов блюд, которые можно приготовить больному с язвой желудка, существует множество. Многие из них довольно просты, однако есть и такие, которые могут представить некоторую сложность. Судак по-польски. Для того, чтобы приготовить судака по-польски, рыбу нужно будет очистить, промыть и отварить с добавлением одной моркови и 1 пучок петрушки. В качестве соуса используется масляно-яичная заливка, которая выкладывается на гарнир, на гречку, рис или отварное картофельное пюре. Ризотто. Для приготовления диетического ризотто для больного с язвой желудка необходимо будет очистить морковь, корень сельдерея и петрушки и слегка припустить их в малом количестве воды. Рис в размере 4 столовых ложек отваривается в немного подсоленной воде, затем смешивается с овощами и перекладывается в смазанную подсолнечным маслом форму, заливается молоком и яйцом и выпекается в духовке. Рецепт диетических снежков. Для их приготовления необходимо будет взять пару яиц, около половины стакана нежирного молока, прошедшего пастеризацию, немного муки и 3 ложки сахарной пудры. Белки отделяются от желтков и взбиваются. Туда же добавляется сахарная пудра. В кипящее молоко ложкой опускают белки и варятся, но не более чем 5 минут. Затем готовится соус. Для этого желтки смешиваются с сахарной пудрой и горячим молоком и проваривают на водяной бане. Получившимся соусом заливают белковые снежки и подают на стол. Заливное из индейки. Для того, чтобы приготовить заливное из индейки, мясо необходимо предварительно проварить и охладить, избавиться от кожицы и нарезать небольшими ломтиками. Пока отваривается морковь, можно подготовить желе, залив его водой 1:8 на полчаса. Затем в кипящий морковный отвар добавляется желе и соль. После масса процеживается, крупно режется петрушка и укроп, всыпается в желатиновую массу вместе с индейкой и нарезанной отварной морковью. Все это убирается в холодильник для застывания. Другие рекомендуемые диеты при язве желудка. Диета DASH, известная также как диета от высокого давления. Основное внимание уделяется фруктам и овощам, предлагая от 8 до 10 порций в день. Диета DASH также включает нежирные молочные продукты, бобы, чечевицу, орехи, рыбу и птицу, а также ограничивает употребление масел, сахаросодержащих напитков и десертов. Средиземноморская диета.
Здесь также идет упор на фрукты, овощи, бобы, чечевицу, зерно, орехи и семена. Диета также включает в себя немного оливкового масла и вина. Ограничивает молочные продукты, рыбу и птицу. Автор статьи – Кузьмина Вера Валерьевна, врач-диетолог, эндокринолог. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.